Добрый вечер, мы из Украины. Знаменитый мифотворец и король ТикТока Рамзан Кадыров опубликовал очередной ролик, где демонстрирует бронированные автомобили Збройных сил Украины. Вот эта машина, генеральская машина командира бригады оперативной. Они говорят, что мы не были нигде, дома находились. И самые новые машины забрали мы. Так что был я, не был, но машина у меня. Да, действительно, это бронеавтомобили Збройных сил Украины. Они были запаркованы в Гостомеле. Русские почему-то называют этот город Гостомель. И в то время, как украинская артиллерия и украинская пехота размазывала по взлетке русские вертолеты, русский спецназ и немного кадыровских мусоров, эти самые бронеавтомобили пропали. А потом, через 25 дней, они всплыли в Грозном. И это очень знаковая и яркая демонстрация того, что делают кадыровцы в Украине. Получается, что кадыровцы не оставили эти бронеавтомобили российским военным. Ну, допустим, я бы тоже этой шантропе ничего не оставлял. Ну ладно, но ведь они приехали спасать украинцев от националистов и русскоязычных от украиноязычных. Таким образом, на этих бронеавтомобилях они бы могли попробовать спасать распятых снегирей и не менее распятого мальчика. Окей, допустим, не получилось, потому что снегири вместе с мальчиками прятались в подвале от освободителей. Так бывает. Но кадыровцы не оставили эти бронеавтомобили даже своим побратимам для того, чтобы они воевали против Украины. Получается, что все эти 25 дней бронемашины перегоняли в Грозный, для того, чтобы Рамзан сказал, что это хороший машин, и что теперь он будет ездить на этих бронеавтомобилях. А в это время руководитель боевиков ДНР, некто Ходаковский, рассказывает о том, в каком состоянии и в какой экипировке приехали кадыровцы на войну. Я смотрю на это все, легко бронированная техника, никаких там средств поддержки нет, никакой там предварительной там обработки чего-либо. То есть у них приданных средств огневых практически нет, они вот налегке. Вчера один их КАМАЗ залетел в город на бешеной скорости, промчался в одну сторону, во вторую сторону промчался, где-то застрял, был расстрелян, и все, кто там даже там 300-е эвакуировались, но КАМАЗ таки остался. Эти же получили задачу вперед и там такие куски города сразу отхватить. Я говорю, слушайте, вы пару домов сначала освойте, а потом посмотрим, как дальше будет продвигаться у вас успех. И когда начали разговаривать с ними плотно, ну это подразделение вневедомственной охраны, подразделение какого-то ППС, там чего-то еще. Они не то что там обычные люди, которые жили мирной жизнью, на них потратили какие-то деньги, экипировали их и предложили им, так сказать, поучаствовать в войне. На самом деле у них степень готовности к реализации задачи очень невысокая. Их вообще в принципе ориентировали на задачи второго эшелона, на зачистку. И я хотел бы вот сразу вам сказать о том, что совсем недавно из порта Бердянска было украдено 5 барж с украинским зерном. И я абсолютно не удивлюсь, что через пару месяцев кадыровские бурлаки притащат вот эти самые баржи в Грозный. Кадыров снимет очередной ролик про хорошие украинские баржи и скажет, что ходить будет теперь именно на них. Рамзан, но ведь прямо сейчас эти баржи нужны под Мариуполем для того, чтобы складывать туда ваших сгоревших мусоров прямо в КАМАЗах. И вообще, что вы будете делать с баржами в Чечне? Строить какие-то знаменитые кадыровские ковчеги или элитные горизонтальные небоскребы? Я, честно говоря, этого не понимаю, но чтобы 2 раза не вставать, прямо сейчас наша любимая рубрика «Радиоперехват», где российские солдаты как раз рассказывают о кадыровских солдатах. Да. А эти же где, сынок, чеченцы ебаные? Какие? А, кадыровцы? Да. А, ебать, это вообще будет такой угар. Мы сюда ехали, там кольцо обожженное, там стояли кадыровские КАМАЗы, и стояли сгоревшая колонна, полностью колонна сгоревшая, ну, разъебать. Да. И мы давай эти КАМАЗы таранить, потому что узкая ебать. Эти кадыровцы, они вообще не понимают ни хуя. Они всех подряд, вот просто не своих, а своим всех подряд, плюс это грабят магазины, хуйные боссы, а все, понимаешь? Нахматович, я, кстати, хотел бы обратить внимание, что все вот эти гадости, не я на вас наговариваю, это говорят ваши же люди или ваши же соратники. Так что не нужно обвинять меня в оголтелой пропаганде или что я не рассказываю правду. Я рассказываю правду, я
предоставляю все факты и здесь цитирую только ваших представителей и ваши средства массовой информации, а также лично вас. Разумеется, социальные сети не виноваты в том, что их не всегда используют во благо. Но вот, например, Дэвид Бекхэм, человек, которого я всегда считал понторезом, оказался человеком с большим сердцем. На днях передал свой аккаунт украинскому харьковскому врачу. Ее зовут Ирина Кондратова, для того, чтобы она могла рассказать всю правду, которая происходит в Украине. На минуточку, подписчиков Дэвида Бекхэма в Инстаграме 71 миллион. И при этом Бекхэм не плачет, не рыдает, как эти инстаграмные телки, не говорит о том, что он теперь не сможет продавать тактические трусы или пенку для бритья, не пуская через нос бульку. Он спокойно, благородно помогает людям всем, чем может. И это уже не говоря о том, что передает деньги для того, чтобы спасать украинских детей. Ну что сказать, Дэвид? Футболист — это звучит гордо. А теперь про фейки. Уже минимум лет 8 российские медийные помойки разгоняют недостоверные сведения об украинцах и украинских военных. Все это делается по понятным, простым причинам. Нужно дегуманизировать противника, чтобы российским солдатам было легче убивать обесчеловеченных украинцев. Но иногда врагам мы помогаем сами. На одном из украинских каналов известная личность, глава наблюдательного совета добровольческого госпиталя имени Миколы Пирогова, заявил следующее. Я своим врачам дал указание, всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. Заявление нелепое, заявление очень эмоциональное, и, разумеется, никто бы его команды не выполнял, потому что во всех украинских госпиталях российских военных никто не кастрирует, и им просто отрезают ноги так, чтобы писюн мог достать до земли. Это, конечно, абсолютно черный юмор, но здесь ничего другого я придумать не могу, и, разумеется, в украинских больницах никто никаких преступлений против военнопленных не совершает. Друзенко уже сейчас извинился перед всеми, сказал, что погорячился, все находятся в цейтноте, и наши врачи занимаются только исключительно спасением жизни. Да, я мог не комментировать этот эпизод. Да, я мог промолчать. Но я считаю, что даже в военное время, а особенно в военное время, мы должны говорить правду, потому что именно этим мы отличаемся от Российской Федерации. Сразу несколько подписчиков сообщило о том, что они не могут ничего поделать с режимом Путина, потому что существует ФСБ, существует ОМОН, у них нет оружия, и к тому же призывать русских, убивать русских – это очень подло. Давайте начнем по порядку. Сопротивляться тоталитарному режиму всегда страшно. ФСБ и ОМОН – это серьезно, потому что вас могут покалечить и убить. Но давайте я вам расскажу одну небольшую историю. Я участник 2 Майданов. И когда люди в Украине собирались на Майдан, то ни у кого не было оружия, потому что все оружие в Украине принадлежало бандитам и власти. И в тот момент было очень трудно отличить одних от других. Поэтому люди мирно собирались на площади, и в этом была наша сила. Главное оружие протестующих была массовость, нас были сотни тысяч, а также булыжники. Я прекрасно помню, когда в самые темные времена на Майдане оставалось очень мало людей, и среди них большее количество это были решительные украинские женщины. И также я никогда не забуду человека, которого привезли на коляске. У него был, знаете, такой молоток с длинной ручкой, и этим самым молотком он ломал булыжник для того, чтобы передавать это все протестующим. Абсолютно беззащитный человек и абсолютно беззащитные женщины сопротивлялись системе и не боялись хорошо вооруженных ОМОНовцев. Да, потом появились зажигательные смеси, потом бывшие афганцы подбивали дебильные бронетранспортеры, которые пытались штурмовать баррикады. Потом была кровь, и потом сотни абсолютно мирных, невооруженных украинцев были убиты. А потом режим пал. Тезис номер 2. Русские не должны убивать русских. Начнем с того, что русские вообще никого не должны убивать. Во-вторых, сегодня на территории Украины проживает от 5 до 7 миллионов этнических русских, которые уже взяли в руки оружие и защищают свои дома, защищают свои семьи от русских освободителей.
Поэтому ваш тезис снова провалился. Сегодня русские защищаются от русских бурятов, от русских татар, от русских дагестанцев и от русских кадыровцев. Сегодня русские защищаются от вашего русского мира. Именно поэтому я говорю, что все россияне, которые сегодня не пытаются свергнуть режим Путина, являются его пособниками, либо молчаливыми, либо активными. И когда вы мне рассказываете, что вы не виноваты в том, что Путин сегодня затеял войну в Украине, я вам должен сказать, что, конечно же, вы виноваты. И я бы на вашем месте сразу выучил аксиому, что Путин не русский, а обычный военный преступник. Потому что если Путин русский военный преступник, то тогда получается, что все россияне являются пособниками этого русского военного преступника. Не верите? Спросите у немцев. Они все были пособниками Гитлера, кроме тех, кто взял оружие и воевал против настоящего фашизма. Но наш сегодняшний выпуск я все-таки намерен закончить хорошими новостями. И для этого прямо сейчас опубликую вам сюжет от нашего корреспондента с Дальнего Востока. Он как раз докладывает о состоянии цен на подержанные автомобили из Японии. Цены, конечно же, поднялись на авторынке. Скорее всего, сейчас повезут очень старые автомобили из Японии. Почему? Да потому что они более-менее будут приближены к бюджету населения нашего. А это печально. Это Филдер в старом кузове, 2011 год. Раньше он стоил 650 тысяч рублей. Сегодня он уже стоит 1 080 000 рублей, 1.8 мотор в черном цвете. От себя добавлю, в России уже закончились новые автомобили, уже начались проблемы с запчастями, а все торговые площади IKEA планируется передать под вещевые рынки. Черкизян идет в родную гавань, пенсионеры ликуют, они возвращаются в свою молодость транзитом через 90-е прямо в Советский Союз, с чем я вас и поздравляю. Ми переможемо. Слава Україні!